Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим об одной фразе, которую мы все произносим на кладбище или когда находимся у труны покойного. И в этот момент мы имеем определенную дежурную фразу. Вот эту фразу никогда нельзя произносить. Также эту фразу произносят и людям, когда им желают чего-то плохого. Что в этом случае отвечать? Далее в этом видео все более подробно. Друзья, прямо сейчас ставим лайк. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк и делимся с вами ценной информацией. Друзья, эта фраза, которую мы все произносим: «Пусть земля будет тебе пухом». Давайте начнем с того, что наш русский язык достаточно богатый язык, и в нем много различных слов, фраз, выражений. И, как правило, мы не задумываемся и даже не вдумываемся, откуда произошла та или иная фраза или слово. И некоторые люди ошибочно считают, что выражение «пусть земля тебе будет пухом» абсолютно идентично пожеланию Царствия Небесного. Но хотим вас разочаровать, это совсем не так. «Пусть земля тебе будет пухом» — эту фразу часто говорят, когда обращаются к усопшему. Однако мы с вами не задумываемся, что же означают в действительности эти слова, как они появились в нашей речи и как они могут влиять на нашу жизнь, и даже когда нам эти слова говорят. Как правило, при совершении погребения, до того, как священник предаст тело земле, родственники, коллеги покойного очень часто, словно желая исполнить невыполненное время, перед новоприставленным произносят надгромную речь. И редко можно услышать при этом искренние слова. Как правило, это дежурные фразы, набор словесных штампов. Потому что все-таки это такой период, когда, вы знаете, что бы вы ни сказали бы, все равно человек другой не слышит. У него боль, у него горе. И особенно почему-то вызывает досаду последняя фраза: «Пусть земля тебе будет пухом». Вы знаете, вы, наверное, будете удивлены, но на самом деле эти слова являются древнеримским проклятием покойному. Дело в том, что язычники считали высшим бесчестием, когда тело не покоится в земле. И, конечно же, предложение «пусть земля тебе будет пухом» имеет довольно древние корни, уходящие еще в те времена, когда на земле было язычество. И если мы обратимся к историкам, то мы узнаем о том, что эти слова к нам дошли из Древнего Рима. И пожелание земли из пуха также, кстати, в своих произведениях использовали многие поэты и философы. Так все же фраза «земля тебе пухом» — это пожелание добра или она служит проклятием? Кроме того, вспоминайте, в некоторых регионах есть такая традиция бросать монетки в свежевырытую могилу. Считается, чтобы лучше лежалось покойному, и это тоже дошло к нам из язычества, так как это называлось как выкуп земли. Возможно, вы видели, как гуляют на костях, водку пьют и так далее. Но вы должны понимать, что сегодня можно очень часто услышать «пусть земля ему будет плохо». Какой же имеет смысл эта фраза? Если мы обратимся с вами к религии, то эта фраза бессмысленная, потому что для человека особой разницы нет, в чем лежать телу. В пухе, в камнях, в бетоне, в болоте и так далее. Помните о том, что наше тело, оно тленное, и в какой-то момент все его червяки и так далее, бактерии, которые жили, они начинают процесс свой делать, который заложен им природой. Конечно же, ничего доброго и в пожелании земли пухом нет. Это, знаете, как политкорректное проклятие усопшему.
Также земля пухом — это и языческое выражение. На самом деле слова эти являются древнеримским проклятием покойному, и язычники считали это высшим бесчестием, когда тело не покоится в земле. Возможно, если, возможно, вы как-то связаны с археологией, то, возможно, вы видели именно такую аббревиатуру на могильных камнях тех времен. Конечно же, существовали разные трактовки этой фразы. Да, будет земля пухом, или пусть всему земля будет пухом. Дело в том, что зачастую язычники верили в то, что душа после кончины человека никуда из тела не исчезает, а потому при желании покойник может повернуться, сесть, встать или даже уйти куда-либо. Вот именно для того, чтобы усопшему было удобно лежать в могиле или в случае чего выбраться из нее наружу, ему и желали земли пухом. Кто-то скажет, ну какие глупости, мы из поколения в поколение говорим эти слова. Но, еще раз повторимся, многие люди не осознают и даже не понимают, что они произносят. Также некоторые люди ошибочно считают, что выражение «пусть земля тебе будет пухом» абсолютно идентично пожеланию Царствия Небесного. Но если вы обратитесь к священникам, которые именно изучают религию, которые познают, то есть дали религии именно свое время, то они скажут о том, что эта фраза языческая, «пусть земля тебе пухом», и к христианству она не имеет никакого отношения, потому что согласно христианскому учению, душа в мертвом теле не остается, а покидает его, устремляясь на суд Божий. А значит, эта фраза все-таки не стоит произносить человеку. Теперь давайте поговорим о том, бывает очень часто так, что здоровому человеку кто-то недоброжелатель или какой-то злой человек, тоже коллеги на работе могут сказать: «Пусть земля тебе будет пухом». Вы знаете, это самая простейшая форма проклятия. Конечно же, здесь зависит от того, с какой энергосилой данная фраза была сказана, потому что это может быть посыл как на неприятности, а может быть и быть программа на что-то очень нехорошее. И вот здесь очень важно понимать и осознавать, что мы пришли в этот мир не ругаться, мы пришли в этот мир познавать мир, созидать в этом мире и что-то строить и делать. Многие люди, к сожалению, на это не обращают внимания и почему-то считают, что они имеют полное право жить чужой жизнью, контролировать чью-то жизнь, ставить палки в колеса и рассказывать, как все-таки нужно правильно жить. Поэтому, друзья, этого не должно быть. Поэтому, если вам, не дай бог, кто-то говорит такую фразу: «Пусть земля будет тебе пухом», в этом случае лучше сказать, вы можете даже мысленно скажите следующую фразу: «Твои речи тебе на плечи, все, что давал, себе сполна забрал». И благодаря этой фразе вы нейтрализуете любой негатив, который будет отправлен в вашу сторону. Но давайте все-таки вернемся еще раз к фразе «пусть земля будет тебе пухом». Что же делать и какие слова говорить, чтобы не навредить покойному, да и вообще и самому себе. Друзья, говорите всегда «Царствие Небесного». Этих слов будет достаточно для того, чтобы не иметь никаких проблем и нюансов в своей жизни. Царствия Небесного, а вот эту дежурную фразу «пусть земля будет пухом», если вы не уверены, узнаете, благо есть интернет, есть много открытых источников сегодня, вы можете изучить и понять. Да, кто-то скажет, что «Боже, но наши предки так говорили». Да, но дело в том, что вы должны понимать, что те знания, которые пришли, они перемешались. Религия, язычество, кто-то свое что-то добавлял, потому что у него появлялся свой какой-то жизненный опыт. И дело в том, что никто это
не структуризировал, не сделал, знаете, вот по папочкам. И получилось вот в какой-то степени каша. Поэтому, пожалуйста, эту фразу перестаем говорить, также никому ее не желаем, а используем, если мы с вами находимся на кладбище у покойного рядом, там, то говорим «Царствие небесного», а если нам говорят, то мы говорим «Твои речи тебе на плечи, все, что давал, себе сполна забрал». Простые фразы, которые каждый может говорить. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.